сейчас. Что вы могли бы сказать об этом прекрасном, чудесном месте? Ну что, горожане постоянно сюда ездят вот, отдыхать, смотреть на город, потому что здесь природа, воздух красивый, чистый. Вот, постоянно ездят. С других, со всех областей Украины здесь приезжают. Наплыв очень большой, вот, особенно в праздники, в выходные дни, автобусы. В прошлом году ветераны приезжали с Киевской области, с Житомира, собрали их всех. Вот. Ну, очень много людей приезжает тут. В любую погоду. Ходят и бабки, ходят эти, скандинавская ходьба. И все язычники были 1 год вообще на курган вылазят, там что-то хлопают, приседают. Вот эти экстрасенсы ночью приезжают, вот, привозят их автобусы. Ну, в основном молодые женщины. Ну да. Экстрасенсы, да, приезжают. Темно, что они там делают, не знаю. Здесь восстановленные курганы. Вот эти все были, что разрушенные. Вот. 3 вот этих больших, это те, что остались, Ага. вот, которые камнями не обложены. Там еще один за лапидарием, там еще один курган большой тоже. Там половчанка стоит без головы, скульптур. Где лапидарий, вот, сбор камней. Там, вот, ну, место чудесное. Супер. Ну, как чудесное? Ну, бывают казусы всякие. Вот, тут. Столы тут предназначены, там приезжают школьники или, ну, любые люди приехали издалека, они там кушают или еще. Ну, бывает и разное там, что не нужно. И никаких замечаний. Ну, люди всякие. Но в основном нормальные люди приезжают, не мусорят, ничего, за собой подбирают. А иностранцы, а иностранцы? Иностранцы были, даже были такие, подходил, говорит, он вообще родом отсюда. Вот, ну, друг за него говорил. Вот, и хочет посмотреть на свою родину, здесь ходил. Можно, конечно, можно, ходите, смотрите. Вот. Круто. Спасибо, Ну, помним, всё помним так. все эти моменты. Все, да, да, чё ж, конечно. В этом году немножко меньше было, вот, а в прошлом вообще много народа. Вот. И так ездят, и даже уже темнеет, едут, я говорю, откуда? Да с Одессы приехали. Вот. То оттуда, с Николаева, с этих западных областей. Я даже удивлялся. Вот везде, Попасть. со всей Украины Ну да. здесь. Вот. Музей под открытым небом расположен на самой высокой точке острова Хортица. Один из самых известных мемориально-туристических комплексов на Хортице. Скифский стан. Курган. 3-е тысячеліття до нашої ери. 4-е тысячеліття до нашей эры. Вот это настоящий. Подъем делаем на следующий. Подъем делаем на следующий. Вот он. Настоящий тоже. Настоящий реально. Хныщ, хныщ. 2 удара. Видите? И на нем вот эти жуки. Вы просто посмотрите, их тут полно на этом виде. Видите, сколько их тут? Они тут где? Или это наросты такие? Непонятно. Да. Вот я тут подойду к вот этим вот столбам. Что тут у нас? О, ух ты какой! Скіф, 4 століття до нашої ери. Село Ботіївка. Копия. Ну такое. Оно такое было, значит, там, да, говорят. Ну ладно. Не суть. Важно, какое оно было. Главное, какое оно есть. Менгір. 4-3 тисячоліття до нашої ери. Хитрівка, Запорізька область. Оригінал. Курган. Споруджено 3 тисячоліття до нашої ери. 4 століття до нашої ери. Зруйновано у 20 столітті.
20th Century Fox просто-напросто. Зруйновано было, представляете? Реально взяли и разрушили. Это ж надо такое было сделать. И трава лежит. Здесь, на территории 5-й курганной группы, были реконструированы курганные насыпи, из которых 3 уцелели до наших времен, еще с тех пор, когда были насыпаны. Эти курганы – ровесники египетских пирамид. Помимо 3 уцелевших насыпей, было восстановлено еще 3 разрушенных кургана и создано 5 искусственных насыпей с целью реконструкции внешнего облика курганных групп древности. Высот над уровнем Днепра 60 метров. Здесь расположено 14 курганов и лапидарий. Каменные стуканы-охранники расположены на вершинах курганов. В начале 20 века на острове Хортица насчитывалось 129 курганов. До наших дней уцелело 28. Я сюда обязательно приеду летом, когда эти все растения будут цвести. Обязательно. Я должен это сделать летом. Когда вот это все будет цвести, пахнуть. Фу, круто будет. Реально круто будет. Надо зайти, надо постараться. Пока есть возможность. Потому что когда она еще встретится, мне эта возможность. Понимаешь, что я хочу сюда летом приехать, но чтобы сюда приехать, тут может понадобиться и время. Большое количество. Менгир, man here, длинный, man камень. Большое количество времени. Так что зруйновано. Вы представляете, зруйновано. Это же вообще, как такое можно было сделать? Вот. Камни. Свидетели того, что зруйновалось тут. Вот, Менгир опять, наверное. Видите, как он? Он сам, это такой скол камня, который получается. Это тот камень, произведенный природой самостоятельно. Простейший мегалит в виде установленного человеком грубо обработанного дикого камня или каменной глыбы, Вот он. у которой Еще вертикальные размеры курган. заметно превышают горизонтальные. Давайте я быстро еще раз зайду на него. Видите, на них сходят. На них На лошадях. сходят. Это очень важно. Половчанка. Половчанка. 7 століття нашої ери. Запорізька область. Оригінал. Полончанка. Вот. И вот як это так выглядит. Это полончане. Ёшкин Макарёшкин. Это уничтожено все тоже. Даже сейчас. Кошмар. Вот это да. Вот это люди. Племенная войнушка идет, это постоянно. Уже так достало. Да, скажите, пожалуйста, а вот это вот на 6-м поселке это было самое большое, получается? Ну или вот, как? когда Днепрогэс строили, там были и дома, такие еще кладки были, как подвалы, люди растаскали на строительство, на все. Потом были там и золотые украшения. Ну, простые так у нас остались, а золотые, насколько вот вывезли их туда, в Питер, в Москву, повывозили вот. И они остались у них как бы как ихние. А вообще там была переправа, был этот, вот, что на камне там написано, вот, был здесь как бы, ну, как скифский царь. Вот. И дочка его там осталась, командовала этой переправой, когда, ну, во времена скифов. Здесь была основная переправа, там на 6-м поселке. Вот. И там сохранились люди еще, когда строились, оттуда брали камни, ракушняк, вот это, все. Ну и так оно, когда Днепрогэс построили, 6-й поселок тут снесли. Под всё. водой, да? Не, он не под водой, А, он уничтожил. наверху. Я да, понял. просто его нету уже там. Вообще. Если б дома построили там, вот, все такое. Все ясно. Спасибо большое вам, спасибо. Не за что. Спасибо большое, Николай Алексеевич. Да.